Дорогие любители ретро-мототехники, мы вас приветствуем из Мекки мотоциклетного мира. Сегодня наш рассказ о знаменитом польском мотоцикле «Сокол» с объемом двигателя 1000 кубических сантиметров. Чем этот мотоцикл примечателен? Да прежде всего тем, что его сделали наши братья-поляки. Помните, как у них в гимне «Еще Польска не сгинела, куда мы живы». В вольной интерпретации «Польша жива, покуда жив хоть один поляк». Есть несколько знаменитых историй про этот мотоцикл, когда в середине 30-х годов аж 50 этих мотоциклов Варшавская почта получила в качестве испытаний, наездили на каждом из них по 1 000 000 километров. Представляете, какая надежность? Я вам могу лишь одно сказать. Дорогие, мы у поляков должны учиться реальной любви к истории. Почему? Вот потому что вот этот мотоцикл, это основной армейский тяжелый мотоцикл польской армии Второй мировой войны. Для поляков она была очень короткая. Вот этот мотоцикл является символом, предметом национальной гордости, объектом вожделения. И когда мы покупали у поляков этот мотоцикл, они с сожалением отпустили его из своей страны. Он является культурной ценностью Польской Республики, но перед мотомиром нет преград, потому что наша экспертиза всепроникающая. Гордые поляки сделали великолепный мотоцикл. Опустим подробности, зачем они его сделали. Нам кажется, что они хотели воевать в том числе против России. Но перипетии истории привели к тому, что в 1939 году Россия ударила по Польше. Что тут греха таить в очередной раз? Поляки много мотоциклов побросали перед наступающей Красной Армией, и перед вами один из них. Поляки — это боевые ребята. Вспомните одних гордых крылатых улан, у которых за спинами были крылья. И вот наследником этих боеспособных подразделений польской армии должна была стать моторизированная кавалерия. И уже в начале 30-х годов поляки ищут конструкцию своего тяжелого армейского мотоцикла, основывая свои поиски на конструкциях компаний Harley-Davidson и Indian. И после нескольких лет проектирования, запуска в серию опытных партий появляется вот этот знаменитый 1000-кубовый «Сокол». Это смесь конструкций Harley-Davidson и Indian. Но, как ни удивительно, эта модель лучше мотоциклов упомянутых компаний. Почему? А потому что поляки рассчитывали на тяжелые условия бездорожья. Неприхотливый, никогда не ломается, тяговитый,
может вести до 500 килограммов груза. Отличная подрессоренная коляска. В общем-то, получилась машина что надо. Прежде всего, характерные и традиционные для 30-х годов жесткая подвеска заднего колеса. Но посмотрите, как все изящно сделано. И самое главное, это сердце мотоцикла — мотор. Смесь, на самом деле, Индиана и Харлей Дэвидсона. Все очень умно сконструировано, лучшее взято из конструкции обоих двигателей. Фамильные черты Индиана узнаются в том, что ручка газа слева, очень необычно, но, кстати, имеет правильное военное назначение. Захватили этот мотоцикл солдаты вражеской армии. Они привыкли ездить на мотоциклах, у которых ручка справа, и не смогли на нем поехать.